Возможно, вы как раз тот человек, который приходит после тяжелой работы, заваривает себе кружку крепкого кофе и начинает анализировать графики. Если это так, то не удивляйтесь, почему вы до сих пор в минусе. У человека есть биоритмы, все вы о них прекрасно знаете. И трейдинг — это такой род деятельности, который заслуживает пика активности вашего мозга. Нужно торговать абсолютно свежим. Как раз таки в этом видео я хочу затронуть эту наболевшую тему для новичков. Это очень важно, друзья мои. Расскажу вам, в какие часы торговать лучше, в какие часы торгую я сам. И параллельно покажу вам торговую стратегию с использованием всего одного индикатора – зигзаг. Присаживайтесь поудобнее, мы начнем. Ну что ж, друзья, приступаем к разбору нашей сегодняшней стратегии. Всего один индикатор зигзаг с настройками, которые вы сейчас увидите. 3, 10 и 2. Сделайте скрин, чтобы их не потерять. По оформлению я сделал индикатор белым. Как по мне, так он лучше виден на нашем темно-синем графике. И вообще, зигзаг — это простейший алгоритм. Давайте покажу, что он нам дает в торговле. Мы выделяем углы зигзага, то есть моменты излома его линий, и проводим от них вот такие вот уровни. Как видите, ими можно заполнить абсолютно весь график, и именно они будут давать нам сигналы для входа в рынок. Вот здесь я подмечаю разворот котировки прямо у уровня. Это хороший повод открыть сделку в шорт. А вот здесь пробой, да, и отскок. Еще один пробой, неудачные примеры. Короче, очень много сигналов дает нам зигзаг. Как с ними работать, я расскажу вам на примерах. Сейчас я открыл получасовой таймфрейм. Здесь у нас есть полезная опция, чтобы увидеть движение в общих чертах. К этому нужно обязательно обращаться. Переходите всегда на старший масштаб. Давайте посмотрим на другой график. У нас здесь немного все интереснее. Есть пробой получасового уровня. Мы гораздо выше и идем вот сюда, к более высоким целям. Возвращаясь на минуту. Каких-то недавних разворотов нет. Можно входить. Сделаю уже это на новой свече, друзья. 7 секунд до начала сделки. Пока начинаю торговлю на макромасштабах, у нас есть хороший сигнал в лонг. Я вхожу в рынок и давайте разберу с вами этот макроуровень. Даже с учетом того, что изломов зигзага давно не было, тут есть что нам показать. Мы будем учитывать 3 ключевых уровня, стоящие гораздо раньше. Вот здесь. Выделяю их в рамках одной зоны. И делаю вывод, что мы уже прошли этот этап. Более того, у нас есть вот такой харизматичный отскок прямо из зоны. Тут все указывает на очевиднейший рост. Так что просто наблюдаем. Пока есть время, давайте покажу вам, как учитывать долгосрочные движения. Прошлое на минутках кажется довольно хаотичным и непонятным, но никто не мешает нам работать с крупным таймфреймом, чтобы все это понимать более детально. И да, здесь у нас есть гораздо более наглядные моменты. Ближайший уровень определен. С зигзагом эти уровни отмечать вообще элементарно можно. Теперь мы на минуте, да, и мы в плюсе, друзья. Прекрасно. Никто не мешает нам открыть еще одну сделку в лонг. Давайте этим и займемся. Для этого мы, краткосрочники, всегда анализируем графики на более высоких таймфреймах. Нам важно понять, куда мы идем, какая цель у графика. У нас есть целая минута экспирации, пора бы обсудить самое ценное. Что у нас с вами есть, друзья? У нас есть мозг. Я сейчас скажу вам банальщину, но как только мы проснулись, мы действуем лучше. Мы действуем, думаем, анализируем и принимаем решения быстрее. В трейдинге это невероятно важно. Именно поэтому я не рекомендую торговать по вечерам ближе ко сну. В этот момент мозг даже без вашего участия сам готовится уже к отдыху. Снижается концентрация, бдительность, мотивация, внимательность, в общем, снижается его работоспособность. Ваш мозг попросту устал. Контроль со стороны профессиональной коры, она ослабевает. Контроль ослабевает. На первый план выходят более древние отделы мозга, начинают какие-то отвечающие за эмоции, например, миндалевидное тело. И чисто на гормональном уровне ваше тело требует отдыха. А мы его мучаем техническим анализом. Ну кому это надо? Так не годится. Вторая сделка в плюсе на этой валютной паре. Смотрите. Мы будем менять, потому что цена подходит у нас к уровню
сопротивления. Окей, здесь мы также входим в лонг. Давайте сразу же зайдем на высокий таймфрейм и выделим нужные нам уровни. Их тут два. Вот ближайший из них. Ранее был еще один. Мы пока его перенесем. Просто выделю оба максимума с помощью горизонтальных линий. Это даст нам полноту картины происходящего. Выставим оба уровня. И вот я получаю такой канал, в котором будет проторговывать себя цена. Возвращаемся на минутный график, чтобы понять, что здесь происходит. В целом все хорошо. Мы почти вошли в зону. И это явно случится в течение нескольких минут. Пока идет экспирация, вернемся к теме биоритмов, это очень важно. Торгуя с низким балансом мозга, вы постоянно будете ошибаться. Потому что мозг иначе просто не может, друзья мои. Самое худшее, что вас ждет, это импульсивные сделки. Считайте, что вы просто обречены на них. И это почти всегда ведет к фиаско. Вторая сделка, кстати, у нас в плюсе. Я сейчас снова сменю актив. Уверен, что на рынке есть много других интересных кейсов, которые мы с вами с радостью отработаем. А вот и вариант торговать снижение. Давайте разбирать ситуацию. У нас здесь пробой линии вниз. Цена развернулась чуть выше и началось после этого у нас снижение. Можно сказать, классический пример работы зигзага. Ну а теперь зайдем на вышестоящий график. Уверен, он нам расскажет намного больше. И да, тут действительно есть уровень, вот только мы его уже пробили. Выделю его с помощью линии, и теперь можно вернуться на нижестоящий таймфрейм, на наш привычный. Здесь уже появилась более полная картина. Приятно, согласитесь? Цена пытается пробить вверх уровни, но не получается. И теперь из-за этого она начинает снижаться. У нас есть актуальные углы зигзага, от которых мы получили сигнал на снижение как раз таки. Давайте еще раз выделю их для вас. Вот они, около излома. Сигнал, который мы уже дважды не можем перебить. Поэтому цена будет снижаться. Да, прекрасно. Там, где нет роста, будет снижение. Именно его мы и наблюдаем. Шикарная сделка, и я уже меняю график. Так, друзья, мы здесь тоже с вами поторгуем шорт. У нас есть элементарнейшая ситуация. Есть пробой вот этого уровня, который для нас любезно подсветил зигзаг. Мы его и отработаем. Мы сейчас на стадии ретеста, но я почти уверен, что эта зеленая свеча сгорит за минуту. Чтобы убедиться в этом на 100%, достаточно зайти на вышестоящий таймфрейм. Переходим на 30 минут, и мы видим, у нас явное снижение. При этом можно выделить вот эту зону, рядом с которой уже несколько раз билась цена, но все никак. На микроуровне сигнал вниз, на макроуровне также. Поэтому просто ждем снижения дальше. Супер. Возвращаясь к трейдингу по ночам, хочу отметить еще одну побочку. Торговлю без осознания рисков. Усталый мозг склонен недооценивать опасность. Более того, он сам будет рад вас обмануть, находясь в сделке для того, чтобы поскорее она закончилась. Эту проблему нужно как-то решать. Сделка в минус, причем на последней секунде, это крайне обидно и так дальше. Но на подсознательном уровне ваше серое вещество будет торопиться в постели. Ему все равно, как именно вы доторгуете эту сессию. Я тем временем отлично чувствую себя на этом графике и продолжу пока торговать на нем. А вот здесь, друзья, у нас торговля строго в лонг. График как бы сам говорит за себя, но мы можем увидеть больше. В первую очередь давайте подметим этот красноречивый отскок. Прямо сейчас жду дальнейший рост от него. Также мы на автомате входим уже в вышестоящий таймфрейм, убеждаемся, что актив уже выше всех долгосрочных уровней. Прекрасно. Цена рвется в космос, а мы зарабатываем на этом, ребят. Ну и давайте дальше обсуждать, чем вам грозит ночной трейдинг. В первую очередь нужно признать, что торговля – это стресс. Стресс, с которым организм пытается бороться. Стресс будет всегда. Неважно, когда, днем или ночью, но лучше днем. Когда ресурсов не так много, тело уже устало, вы просто не сможете нормально реагировать на вызовы рынка. И начнутся те самые импульсивные сделки, о которых я уже говорил ранее. Будете как-то стараться отыграться, можете уйти ва-банк, лишь бы поскорее закончить и отправиться отдыхать. В любом случае вы гарантированно загубите себе всю торговую сессию. Не так оптимистично, но я снова в плюсе. Готов опять сменить график. Давайте это и сделаем. Входим на повышение на евро к канадскому доллару. Здесь мы уже торговали и уже прочно закрепились в этом канале между двумя максимумами.
Вот те самые ключевые уровни и точки, которые показывают нам зигзаг. Думаю, что здесь сделка пройдет как по маслу. Может даже быть, выйдем за границы этого коридора. Возвращаясь к теме, когда вы не спали 10 часов и более, ваш мозг начинает медленное отключение. Это вовсе не как смартфон, который одинаково работает при полной зарядке и на маленьких процентах. Мозг работает по-другому, наш организм сложнее, поэтому и отключение его происходит плавно. Сначала у вас максимальная бодрость, концентрация, в середине дня, особенно после приема пищи, организм начинает постепенно уставать, медленно переходить в фазу сонливости. Все это вы знаете. Вот в такие моменты лучше не садиться за торговлю. И когда ваш организм приближается к 16 часам без сна, то вы будете просто жалкой пародией человека. Я снова в плюсе, серия идет шикарная, давайте сменим график. Снова торгуем нашу старую пару, и я опять вхожу в сделку вниз. У нас здесь есть явный повтор сигнала на снижение, поэтому снова шорт. Цена опять отталкивается вниз от уровня, и хотя в целом есть рост в рамках канала, сейчас мы пойдем в его нижнюю часть. Элементарная сделка, сомнений в успехе просто нет никаких. Ждем. Кстати, по поводу тех самых идеальных часов для торговли, у всех они свои на самом деле. Кто-то сова, кто-то жаворонок. Лично я предпочитаю вставать в 10 утра и садиться торговать примерно в час, в 2. За это время я бодр. Я раскачался, мой организм полон сил, я уже позавтракал, принял ванну, сходил на тренировку, все. Контрастный душ, погнали. Мозг полностью готов к работе. Сейчас мой мозг на пике. Он бодр, идеально готов. Поэтому торговля идет вот так хорошо. Если бы я был совой, вставал бы в более позднее время, то, наверное, бы часы активности мои приходили на вечер. Поэтому, в общем, друзья, сами оценивайте свой режим сна, просто торгуйте в первую половину ваших биологических суток, не раньше. Сзади очередной успех, сейчас сменим график и продолжим. Ну а перед тем, как вернуться к обсуждению головного мозга, биоритмов и в целом трейдинга, друзья, я хочу пригласить вас в свой телеграм-канал. Думаю, что если вы торгуете хотя бы на протяжении месяца, то поняли. Здесь все не так просто, как казалось на первый взгляд. В своем телеграм-канале я помогаю вам преодолевать эти трудности, которые становятся на пути у начинающих трейдеров. Я рассказываю вам полезные лайфхаки о торговле, рассказываю про свой путь в трейдинге и провожу также торговые сессии. Сможете принять в них участие, посмотреть, как торгую я вживую, как я смотрю на график и что думаю о нем. Так что ссылочки оставлены в описании, обязательно переходите, подписывайтесь, я буду ждать вас, там вы сможете написать мне лично в сообщении и пообщаться со мной. Потом возвращайтесь и продолжим сегодняшнюю интересную тему. Так, хватит скакать по графикам, здесь я останусь надолго. Входим в лонг. Друзья, на основе отскока и разворота от этого уровня. Зацепил максимум углов зигзага и вижу, что котировка уже стабильно находится выше них. Сейчас будем пробивать очередной уровень. Посмотрим, как это получится с учетом общего разворота рынка. Что-то мне подсказывает, что мы в начале нового масштабного тренда, восходящего тренда. Ладно, посмотрим, узнаем в течение минуты и пока продолжим обсуждение темы. Торговать лучше в часы дня, а это зависит только от вашей бодрости. Да, можно сварить себе кружку кофе, напиться энергетиков и даже бустануть себя пуэром, но все равно это будет не то. Наш организм не обманешь. Все эти внешние способы себя затонизировать – это медвежья услуга. Они не делают нас умнее, они просто не дают уснуть в ситуации, когда спать нельзя. Нам нужно нечто иное. Вот и первая прибыль в серии. Остаюсь здесь же, друзья, дам рынку небольшую паузу и продолжу работу. Итак, если все же придется торговать перед сном, забудьте о кофе. Забудьте. Лучше поспите хотя бы 30 минут, вздремните перед сессией, чтобы немного перезапустить свой мозг. Это сработает в сотни раз лучше, чем любой энергетик. Можете поверить мне на слово. Это уже пройденный этап. Что ж, пора возвращаться в рынок. У меня уже солидный баланс, поэтому я теперь вхожу на $900. В целом ничего страшного на графике не вижу, поэтому смело продолжаю торговать в лонг. Не будем повторяться с анализом, лучше уточним еще пару нюансов по поводу биоритмов в торговле.
Ключевым элементом этой системы является сон. Вы это поняли. Вам нужно не просто спать, вам нужно высыпаться. Если же у вас будут какие-то хронические недосыпы, то даже на старте дня ваше серое вещество окажется не в лучшей форме. И да, это также важно, если вы планируете заниматься трейдингом. Взрослым людям нужно от 7 до 8 часов. Я сплю 8-8,5. Никогда не допускаю недосыпа. Для меня это очень важно, это мой результат. Важно зарядить свое тело мощностью, на полную мощь, чтобы я не сидел потом перед графиком как зомби. Сколько раз я уже просыпался уставшим и не выспавшимся, столько раз у меня были неудачные торговые сессии. Поверьте мне на слово. Это почти неизбежно. То есть, друзья, помним, высыпаемся и забираем прибыль. Так, что, хорошо, мне нравится этот результат. Давайте 1300. Сделаю небольшую... Нет, не буду я делать паузу, продолжу. Цена растет, я буду двигаться вместе с ней. Лонг. И вот вам еще рекомендация, как идеально начать свой день. Если вы хотите выжать максимум из стадии бодрости своего мозга, во-первых, обязательно поешьте. Легко. Вам нужен абсолютно легкий завтрак из медленных углеводов, чтобы набрать ту самую энергию для серого вещества. В идеале сделайте какую-то зарядку, небольшую пробежку. Если разогнать вашу кровь, это только усилит положительный эффект. После этого приступайте к анализу графиков. Прочтите новости, выделите уровни, подготовьтесь основательно и затем уже только открывайте сделки. Не спешите. Лучше поторговать 2-3 часа в вашем биоритме, заработать нормальные деньги, закрыть график, чем пытаться заниматься этим в другое время и сливать бабки. Трейдинг требует качества, а не количества, так что уделяйте ему самое лучшее, в том числе и ваши часы. Позади еще одна отличная сделка, и теперь я готовлюсь оформить последнюю на сегодня. Моя цель заработать максимум в пиковые часы, я этого уже почти вполне добился. Еще одна сделка в лонг на $1800, я уже на ней. Да, друзья, вот и все, в принципе, советы мои для вас. Они банальны, но они работают. И пока вы не начнете это пробовать, соблюдать все то, о чем я вам сегодня сказал, об успехе в трейдинге, об успехе в жизни, можно, наверное, забыть. Какие-то краткосрочные взлеты у вас будут, но если вы хотите продолжать зарабатывать здесь на дистанции, в рамках года, в рамках нескольких лет, то от этого никуда не деться. И вы в этом убедитесь на своем опыте тоже, когда хотя бы поторгуете 2-3 года. Я к этому пришел не сразу, говорю же. Сначала, да, было в моей жизни все. Энергетики, кофе, пуэры, кальяны, сигареты. Сейчас нет. Сейчас я торгую с чистой головой, в удобное для себя время, максимально восстанавливаюсь, отдыхаю. Это приводит вот как раз-таки к такому, ребята, результату. На последней секунде. Нет. Друзья мои, это было жестко. Я уверен, что цена продолжит расти, но график внес свои коррективы. Ничего страшного. Откроемся в лонг. Да-да-да. Неприятно под конец торговой сессии такое видеть. Ладно, друзья, предлагаю просто понаблюдать. Это крайний мой баланс. Не хочется начинать разгон заново. Я не буду его начинать. Просто дождемся закрытия этой сделки. Да, друзья, на волоске я был от гибели. Даже вот сейчас она дернулась. Но $3356 у меня на балансе. И пора переходить к подведению итогов. Ну что, друзья, я грандиозно закрываю сегодняшнюю торговую сессию, потому что я на коне. А на коне я потому что выспался, провел утреннюю качественную тренировку и полностью решимо шел в бой. Если вы хотите так же, то прислушивайтесь ко всему тому,
о чем я сказал в сегодняшнем видео, и надеюсь, что у вас все получится. По любым другим вопросам вы можете со мной связаться, написав мне в Телеграме, там будут мои личные контакты для связи, я жду вас. А если понравился видос, буду благодарен вашим лайкам, комментариям и подписке обязательно. До встречи в моих новых видео, всем пока!